Здравствуйте! В этом видео я бы хотел порассуждать о такой стране, как Япония, о менталитете ее жителей, о бытии и традициях, о том, что японцы думают о тех или иных вещах, а также о проблемах страны восходящего солнца. Начну с небольшого введения в историю появления японского государства. Все началось много лет назад, во времена Вюрмского оледенения. Тогда японские острова были снабжены перешейками, благодаря которым острова заселились людьми. И в конце этого периода Япония стала такой, какой мы видим ее сейчас. Японский язык и культура появились уже позже. Примерно в VI веке нашей эры Китай оказывает большое влияние на Японию в результате дипломатических отношений японских правителей с правителями древнекитайского государства. Чуть позже были созданы две японские азбуки наподобие алфавита европейских стран – катакана и хирогана, которые в измененном виде используются и по сей день. На японскую культуру во многом повлияло географическое положение, ведь страна была отрезана от остальных государств, формируя собственные традиции, отличающиеся от других религию – синтоизм. Благодаря всем этим факторам сформировался характер японского человека. Зачастую японцы любят природу, стараются не устраивать проблемы другим людям, чересчур пунктуальны, очень застенчивы и боятся высказывать свое мнение. Они не хотят обидеть собеседника, поэтому на вопросы насчет их мнения о чем-либо стараются отвечать неточно, и иногда это делает общение неинтересным. В жизни японцы очень любят говорить о еде. Как в Токио, так и в других городах Японии множество кафе и ресторанов на любой вкус. А также очень много передач на японском телевидении повествуют о еде. И это неудивительно, ведь еда очень важная часть культуры Японии. Существует куча видов японских традиционных блюд, таких как гюдон, суп мисо, суши, японские онигири, рамен и так далее. В обществе страны восходящего солнца есть проблемы. Например, из-за демографического кризиса казна государства терпит убытки, поскольку более 25% населения нетрудоспособного возраста. Это происходит, так как завести ребенка в Японии – дорогое удовольствие. Также в японском языке есть такое слово «карощ», которое переводится как «смерть от переработки». И действительно, подобное порой случается в этой стране. Японцы думают, что если они возьмут отпуск или уйдут с работы пораньше, они подведут коллектив, а это нехорошо. И поэтому, зачастую, они засиживаются допоздна. Японцы устают от этого, поэтому в государстве довольно высокая статистика самоубийств, которая растет не только из-за переработок, но и по другим причинам. Помимо этих социально-экономических проблем, Япония терпит убытки из-за землетрясений, цунами и тайфунов, которые порой наносят большой ущерб государству. Но несмотря на все эти проблемы, у страны восходящего солнца множество плюсов, которые несомненно покрывают ее недостатки. В Японии все очень чисто и гигиенично, японцы очень вежливы и всегда готовы помочь. Невероятно развит общественный транспорт и нет необходимости в собственной машине, а также пробки бывают достаточно редко. В Японии уникальная культура, обилие разнообразной пищи. Невероятный контраст, достаточно повернуть голову и видеть небоскреб. Рядом с ним маленький деревянный храм, а неподалеку цветущую сакуру. Япония довольно безопасная страна, где можно спокойно прогуливаться по улице ночью и не бояться ограбления. Помимо этих плюсов, есть множество других, и я думаю, каждый найдет свою причину влюбиться в эту страну самураев.